Всем привет, друзья! В этом видео буду возводить легкие перегородки из газобетона десятки на клей-пену. Всем приятного просмотра! Начинаем! Здесь я хочу построить гостевой дом на 2 студии своими руками. В нашем гостевом доме будет 2 санузла. Их внутренний размер будет 140 см на 182 см. Первым делом сделаю разметку. Перед вами уже готовый теплый водяной пол под финишную отделку. Кому интересно, как изготавливал, для вас оставлю ссылку в описании. Разметка готова. Обеспыливаем поверхность. Полусухая стяжка получилась идеально по горизонту, поэтому кладку первого ряда делаю на клей-пену. Клей-пену использую специальную от Технониколи для газобетонных блоков и кладки. Клей-пена дает преимущество перед обычным цементным клеем. Нам не нужно тягать мешки и постоянно разводить цементный клей. Кладка на клей-пену происходит очень быстро. Например, коробку гостевого дома удалось поднять на клей-пену всего за 3 месяца. При этом я работал один и не спеша. Главное, чтобы геометрия ваших блоков была идеальна. Если блоки хромают по геометрии, лучше использовать классический цементный клей. Начинаю кладку первого ряда. Дополнительно смачиваю поверхность водой для лучшей адгезии. Всю подрезку блока делаю с помощью циркулярной пилы в связке со строительным пылесосом. Диск для резки используйте старый, замученный. Газобетон хорошо тупит зубья диска. Связь перегородок с несущей стеной делаю всеми любимыми черными саморезами длиной 10 см. Вариант экспериментальный, но мне по душе. Первый ряд готов. Теперь закреплю по уровню направляющую. По ней кладка пойдет намного легче и быстрее. Данный элемент направляющей остался от забора. Это верхняя финишная планка. Поднимаю в этом месте 8 рядов блока. Здесь подрезки нет, работа идет очень быстро. В нижней части заранее сделал штробы для прокладки водопровода в будущем. Легче это сделать заранее. Снимаю направляющую и переношу ее на другой угол.
Продолжаю кладку. Здесь обязательно соблюдаю перевязку блоков примерно на 40%. Обратите внимание, на третьем ряду стала появляться легкая ступень в 2-3 мм. Ее убираю с помощью рубанка для газобетона. Клей-пену на все блоки наношу одной колбаской в траектории змейки. Если вы впервые попали на этот канал, то знайте, здесь я пытаюсь построить небольшой гостевой дом на 2 студии с элементами посуточной сдачи. Если вам интересно, что из этого выйдет, то тогда не забудьте подписаться на канал. Спасибо! Пять часов работы и 8 рядов готовы. Приступаем к изготовлению перегородки. Делаю нужную разметку. Высота проема будет 208 сантиметров. Арматуру использую 10 мм. Штробы заполняю остатками белого цементного клея. Данный клей я использую при отделке стен легендарным декоративным покрытием АМК. На следующий день монтирую перегородку на свое место и продолжаю кладку оставшихся блоков.
В верхней части делаю подрезку блока под угол крыши. Щель в 2-3 см запениваю той же клей-пеной от Технониколь. Работа практически сделана. На данную перегородку ушло меньше 1 баллона пены. Отличный результат. Осталось сделать подрезку выступающего блока. Приступаем. Проем получился 67 см на 208 см. Финишное полотно двери в санузле будет 60 см. Работа сделана, все получилось довольно ровно. Наводим порядок и готовимся к следующему этапу. Следующий этап будет прокладка электрики. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Здесь я пытаюсь построить гостевой дом на 2 студии своими руками. Желаю всем удачи. Всем пока.